Здравствуйте, дорогие. Продолжаю серию, которую начал насчет борьбы мировой борьбы элит политических и что это означает для нас и как. Вначале хочу выразить соболезнования и украинскому народу, и русскому народу, который тоже понесет потери и тоже будет скорбить, и в которой тоже происходит раскол на сегодняшний день из-за того, что происходит на Украине. Я уверен, что не все россияне поддерживают эту войну, поддерживают эту политику, и уверен, что многие сочувствуют украинскому народу, на территории которой происходит эта ужасная операция. Вот. Очень жаль, что продолжают гибнуть люди на этой земле из-за вот этой вот тупости или просто алчности и вот это вот хотение властвовать политических элит. И надеюсь, что как-то мы все-таки к этому придем. Вот. Поговорю о России в этой серии. Значит, кратко о внутреннем положении России. Опять же, я там не живу, поэтому слишком сильно вдаваться в подробности не буду. Россия – это диктатура, причем сильно этого не скрывает, хотя есть этот зонтик, что вроде выборы, и вроде есть партии и так далее. Но все прекрасно понимают, что Россия – это просто диктатура. Правит Россия политическая элита во главе с Путиным. Да, есть конспирации, что Путиным тоже кто-то правит там в России. Но, в принципе, не вдаваясь в конспирации, скажем просто, политическая элита, Путин во главе, то Путин, то Медведев, меняется, но, в принципе, больше, конечно, Путин. Вот, и да, идет бешеная промывка мозгов, пропаганда. Все СМИ работают фактически на правительство. Уверен, что есть много людей, которые, да, не поддаются пропаганде, думают своей головой, понимают, что происходит на самом деле. Но из этих людей большая часть, конечно, боится что-либо сделать по этому поводу, так как меньшая часть, которая таки да пытается что-то сделать, заканчивает очень плохо, или их убирают так, что их потом не находят, или просто политические репрессии, тюрьмы и так далее. Вот, поэтому даже из тех людей, которые понимают, что происходит, многие просто боятся что-то сказать. Возможно ли в такой стране с такой сильной диктатурой, с такой сильной властью политической элиты что-то сделать? Да, возможно, но, на мой взгляд, для этого сначала надо исправить остальной мир, а потом помочь российскому народу скинуть это бремя политической элиты и жить, просто жить для себя. Вот. Но вернемся к теме ролика. Значит, какое Россия занимает место во внешней, в мировой борьбе. Значит, Россию относят к стороне зла, причем не просто относятся к стороне зла, ее сделали олицетворением зла. Вот. На сегодняшний день, если слушать западные СМИ и так далее, Россия – это самое большое зло на Земле, в принципе. Единственный, который посмел это не согласиться с этим из политиков, был Трамп. Честно скажу, я его к политической элите не отношу. Вообще не знаю, как так получилось, что вот он все-таки добился, стал президентом. Да, много денег там было замешано, конечно, помогали ему. Вот. Но он единственный, который, в принципе, признал, что Россия, если и есть зло, то не самое большое зло на этой земле. Вот. Есть страны, которые намного больше олицетворяют зло и намного хуже повлияют на весь мир и могут привести к тому, что этого мира не станет вообще. Вот. Он единственный человек, который это понял. Он назначил цель для себя, две цели. Первая цель внутренняя была улучшить Америку теми или иными способами и средствами. Вторая цель была показать миру, кто на самом деле есть зло. Самое большое зло на Земле. Вот. Но об этом мы поговорим в том ролике, где я буду освещать именно эту страну, которая является самым большим злом. Вот. И вернемся к России. Значит, несмотря на то, что нас уверяют западные СМИ, самым большим злом Россия не является.
И опять же, когда говорю название страны, не имею в виду народ, который в ней живет, а только вот политическую элиту этой страны. Просто удобнее называть как бы название страны, поэтому так и делаю. Значит, Россия, да, делает вещи, которые в западном мире считают злом. Вот. Вы можете увидеть, даже потому, что происходит сегодня на Украине, но хотелось бы понять одну такую точку интересную. Россию испокон веков Европа и Запад пытались изолировать, всегда кричали, что оно олицетворяет зло. И когда была Российская империя еще при Петре, при Екатерине и так далее, и когда был Советский Союз, и когда была Россия, сейчас уже вот наша Россия, в наше время Россия, так сказать, вот, всегда ее Запад пытался изолировать, всегда пытались охарактеризовать Россию как варваров, как жестоких людей, как людей, которые хотят нести зло в этот мир и так далее. И тем самым, в принципе, подталкивая Россию в тот самый угол, который представляет собой страны зла. Так что у России, в принципе, не было даже никакой возможности выйти с этой стороны и с этого угла, только потому, что вот так вот испокон веков и велось все, что вот Россия считалась самой такой, это вот, самой злой страной мира. Вот. На самом деле, на сегодняшний день, если оценивать ситуацию нейтрально, то, что происходит на Украине, например, сказать, что вся вина на этом лежит на России, я считаю, что просто лицемерие или просто промытые мозги, которые слепо верят в пропаганду, потому что на самом деле это не так. Вина на этом лежит как на России, так и на Западе. Обе стороны сделали Украину полигоном битвы, причем Запад приложил к этому совсем немало усилий, а очень даже много. Вот, но это когда я буду освещать сторону, так сказать, добра или вообще добра, западную сторону, я расскажу более, что делали страны Запада и вот как это все происходит. И почему они виноваты не меньше в том, что происходит сейчас в Украине, чем Россия. Потому что фактически Россия всегда говорила одно. Мы хотим, чтобы страны бывшего Советского Союза не принадлежали к НАТО не потому, что нам не хочется, чтобы они входили в Совет НАТО и так далее, а просто потому, что мы не хотим, чтобы НАТО расширялось и расширяло свои ракетные установки. Вот. Я уже как-то задел эту тему, когда говорил про Россию и Украину. Вот. Поэтому не буду сильно вдаваться в это. Но, опять же, Россия считает, российская политическая система считает, что она сегодня защищает саму себя. Потому что она не хочет допустить, чтобы были любого вида ракетные установки или войска на границах с ней. Вот. Они не хотят видеть ни защитные установки ракетные, ни нападательные, ни вообще какую-либо армию у себя на границе. Поэтому то, что она сегодня делает, это в ее понятии защита, так сказать, на английском это называется preventive, это предупреждающий удар, так сказать, они сделали. Причем они об этом ударе говорят с 2014 года, но никто на Западе не хочет слушать просто, что говорит Россия, потому что им плевать. Им все это выгодно. Вот. Но в принципе Россия с 2014 года говорила об этом, что она не хочет, чтобы в Молдавии, в Украине и так далее, чтобы там были какие-то вооруженные войска НАТО или какое-то оборудование, которое будет каким-то образом угрожать России. Россия всегда была в балансе с Америкой, обе ядерные державы. На обоих как бы напасть нельзя, потому что у них есть ядерное оружие. И вот это, в принципе, угрожало тому, что баланс был бы нарушен, потому что если поставить эти установки, то тогда это нейтрализует российское ядерное оружие, и тогда, в принципе, России можно говорить, что делать. Поэтому Россия с 2014 года пытается убедить мир не делать этого и пытается предотвратить это. Как мы понимаем, мир не хотел это слышать вообще, не хотел слушать даже. Поэтому и произошла на самом деле аннексия Крыма, а не потому, что
Путину именно так сильно нужен Крым. Нужен был бы Крым, он бы еще Советского Союза, после того, как распался Советский Союз, попытался бы его забрать. А так он не трогал его. Вот. Аннексия Крыма и то, что происходит на Донбассе, было произведено только из-за того, что их никто не хотел слушать. Вот. И то, что происходит сегодня, опять же, тоже после того, как Зеленский стал президентом, Путин пытался ему объяснить, что к чему насчет нейтралитета Украины. Но Зеленский, как и вся Украина, были под большим влиянием Запада, Европы и Америки. И просто вот шли туда, куда шли, и привели, в принципе, к тому, что сегодня происходит на Украине. Вот. Опять же, Путин может пытаться оправдать Россию, что она защищается, что она делает предупредительные удары, но и приносить к этому, конечно же, абсолютно нерелевантные отмазки, типа народ Донбасса попросил нас о помощи. Все прекрасно понимают, что это просто причина, и никто в это не верит толком. Так же, как и не верят, что на Донбассе люди не хотели быть частью Украины. Именно простые люди. У меня вон тетя с Донбасса, с Донецка, она уехала после того, как там появилась ДНР. Ужасно, что там происходило и в то время, и до сих пор. Полный беспредел. Я сам из Бендер, поэтому знаю, чем это почувствовал. Еще был там, когда это происходило в Бендерах. Почувствовал это на себе, эту войну. И хотя мне было только 13 лет, помню все досконально до сих пор. Вот. Это для тех, которые считают, что я не понимаю, что происходит на Донбассе. Кроме того, что я из Бендер, тетя у меня из Донецка, которая уехала туда после того, как образовалась непризнанная республика в Донецке. Вот. Так что я все это понимаю не понаслышке. Вот. Но, опять же, вернемся к России. То, что Путин пытается показать, что он защищает себя, в какой-то степени, если смотреть нейтрально на вещи, можно это понять. Это тяжело принять по-любому, потому что гибнут простые люди. И даже солдаты, которые, можете сказать, вот они солдаты, они в армии. Они простые люди, которые гибнут и оставляют за собой братьев, сестер, матерей, отцов, родню, друзей, и которые уже не получат их обратно. Поэтому неважно, какая причина, продолжает страдать простой народ и гибнуть. И даже если Россия со стороны внешней политики и делает вот это вот, защищает себя и так далее, мы не должны, как простые люди, мы не должны это принимать. Кажется это правильным, не кажется, мы не должны принимать, потому что гибнут люди, невинные. Из-за того, что политические элиты играются в какую-то вот тупую игру наверху там, как в шахматы, и мы для них просто пешки. Вот. И мало того, что они внутри своих стран угнетают нас, они еще и нами кидаются вот так вот, чтобы делать какие-то определенные разборки там и сям, просто кидают нас в полымя, в пламя, чтобы мы горели. Вот. Но, опять же, является ли Россия самым главным злом на сегодняшний день? И самой главной опасностью для мира человеческого? Не они. Есть другая страна, даже несколько. Вот они настоящее зло без всяких на то причин. Ну, до следующей серии. Будем надеяться, что когда буду снимать следующую серию, на Украине все как-то успокоится, и Путин выйдет с нее, и начнутся какие-то переговоры, какие-то разговоры о том, чтобы перестать гробить народ. Вот. Хотя им, в принципе, всем как-то и посрать на весь народ. Так вот и есть. До встречи.